Всем привет! Сегодня речь пойдет про платформу, которая называется Apify. Я думаю, многие, наверное, видели, кто работает с N8N. Это платформа, где можно использовать разных акторов для получения какой-то информации, то есть скрапинг, простыми словами. То есть мы собираем условно агента в N8N, который, допустим, собирает информацию вот с Google карт. Соответственно, мы подключаемся к Apify, берем API-ключ, там, подписку, если надо, бла-бла-бла. И у нас N8N шаблончик будет собирать информацию, используя актора вот здесь вот для данных с Google карт. Или с ТикТока, или с Инстаграма, с Твиттера и со всего другого. То есть, если перейти в раздел, у них как бы сейчас загрузит, у них много различных акторов, типа вот уже видно, что их 8000. Они собирают информацию абсолютно с различных мест, там LinkedIn, YouTube, вот как раз, да, там TikTok, Twitter, Google карты, всякие B2B платформы, там Apollo, которые для сбора B2B клиентов, ну и куча всего разного, то, что придумали люди, что можно вообще собирать, откуда парсить информацию. То есть вот во вчерашнем видео я показывал, ну, что я сделал там, по сути, спарсил пользователей, ну, конкретно авторов ВУПа, с помощью там просто скрипта. Вот многие делают по сути так же, что оно там curl запросами парсит, собирает данные с HTML-страниц различных сервисов. Вот оно по сути многое так работает. Но суть видео в том, что вот эти акторы, их создавали люди. И, соответственно, они на них зарабатывают, если они как бы выставлены платные. Есть которые бесплатные, а те, которые платные, соответственно, как бы люди на них зарабатывают, потому что, ну, кто ими пользуется, как бы тратят деньги на информацию, чтобы ее получить вот так вот в ускоренном режиме, что кто-то собрал парсер, люди про это не думают, сами не парятся, типа используют уже просто готовый там скрапер для получения какой-либо инфы им там нужной. То есть здесь по количеству юзеров можно посмотреть, что там 16 тысяч, ну, вот эти конкретно, это вот производитель Apify, сама платформа, то есть сделала вот эти акторы непосредственно. Вот какой-то другой пользователь, здесь другой, то есть у него 39 тысяч там пользователей. Здесь 46, тоже какой-то чел создал. Вот. И, соответственно, как бы здесь можно поковыряться, посидеть. Это вот, по сути, платформа с различными приложениями. Так же, как и WUP со своим App Store. Здесь то же самое, что здесь вот встроены такие приложения, которые можно создавать для различных сбора данных. Вот. Ну и как бы, соответственно, я сделал здесь свой актор, и он тоже генерирует немного там денег, но в целом, что просто структура рабочая. Как я посидел, посмотрел, я, ну, чтобы решить, какой актор делать, я как бы, есть инфа у меня про Твиттер определенная, ну, я как бы больше с этой платформой взаимодействовал, как бы, соответственно, понимаю там что-то. И я как бы такой, ну, начал смотреть здесь там в поиске, что вообще делают на платформе люди различного. То есть, сейчас переключу. Ну вот, что конкретно там связано с Твиттером, какая информация есть, что вообще собирает, что такое, что не грузит. Что есть касаемо Твиттера? Какие акторы тут доступны? То есть, что можно сделать вообще, чтобы придумать, ну, чтобы потенциально это как бы функционировало и приносило деньги. Вот, сейчас что-то с интернетом потрясающее сейчас загрузит до конца. Все, загрузило. Здесь вот как бы можно посмотреть, что вот акторы, ну, абсолютно различные. Некоторые из них повторяются по функционалу, просто какие-то дешевле, какие-то дороже. Кто как сделал, условно, кому как по кайфу. И, ну, люди пользуются. Я посмотрел, что был недостаток в одном акторе, что сбор email адресов не было хорошего. Вот, и, соответственно, я сделал такой актор. Точно так же, вот, с помощью курсора. У него код у самого скрапера короткий получается, он работает как? Вот код, который выполняется у них внутри платформы. Этот код работает так, что он, когда люди запускают, он обращается на мой сервер, чтобы получить информацию. Получает информацию на сервер и выдает людям результаты в оформленном виде. Сейчас я покажу как. Он им выдает результаты, и, соответственно, они там за это заплатили. Вот, перейдем там в мой актор. Вот он у меня один.
Вот как это выглядит. Это просто вот страница актора с запросами. Суть такая, что люди в него добавляют в input раздел, это вот когда добавляют данные какие-то на сбор, что им нужно получить. Они пихают юзернеймы и получают в ответ, если на эти юзернеймы находятся публичные email адреса. Вот, так, ту-ту-ту, Ластран. И он им выдает ответ вот в таком виде. То есть, если он нашел там юзернейм и нашел к нему публичный email адрес. То есть, вот люди вот так вот, ну, скрапят email адреса для своей там базы, чтобы им что-то вот разослать. Ну, если там как-то рассылают по email. Вот, тут у меня стоит $2 за 1000 результатов, то есть 1000 имейлов нашлось, как бы они заплатили $2. Вот. Собирал по времени я эту штуку, ну, просто типа ну, часа два, наверное, вот от силы, ну, три, потому что там еще нужно было на сервер дополнительно поставить, чтобы вот этот актор, когда выполнял процесс, обращался на сервер, все такое. Под названием можно заметить количество пользователей. У меня как бы немного, всего там 88, а вот в месяц активных там 41. Плюс 2 отзыва, сохранение. Но немного, но что-то есть. Причем это как бы просто ну, настроено, и оно ничего от меня не требует. Оно само по себе функционирует, работает. Я вообще ничего для этого не делаю. И ну, единственное, что я там делаю, это вот оплата подписки там за сервер, просто, ну, где находится база данных, соответственно. Ну и как бы все. А дальше вот, если открыть статистику, сейчас она загрузится, то там как бы отображается, сколько людей пользовались, откуда они пришли и все такое. И помимо этого, что, ну, сколько денег зарабатывается, какое количество результатов от людей приходит, ну, и людям отдается, сколько людей воспользовались и все такое. Вот, статистика загрузилась, сегодня какие-то проблемы с интернетом, по 50 лет грузит страницу дебильную. Вот, это у нас вот как раз октябрь, этот месяц идет. В начале месяца вот там как бы кто-то воспользовался значительно, что вышло там $48, вот как раз профит получился. Ну и все, и дальше вот весь месяц, по сути, тишина, что как бы особо никто не пользуется. Там вот бесплатных юзеров 33, платных было 5. Количество вот результатов, что получили юзеры, ну, выдачи имейлов там 61 тысячу на парселяне. Вот, $48 я получил. Ну, как бы еще не получил, они выплатятся, получается, в конце следующего месяца. То есть сейчас вот конец октября, они выплатятся в конце ноября только, вроде бы, да, да, в конце ноября вот они выплатятся, потому что здесь вот получается месячная задержка. Ну, как бы, блин, оно ничего не требует, ты просто сделал, и оно функционирует вот само. И вот это такой вот дохлый какой-то месяц. Предыдущий был получше, в нем вышло вот $200, ну, ничего не делая вообще, то есть я не прикасался. Хотя нет, один раз прикоснулся, потому что написали люди, что-то там что-то не работало. Это, короче, вот сама платформа Apify выпустила обновление, и там нужно было чуть-чуть обновить код. Я быстро там 3 минуты поправил, и все обратно функционирует. Все, как бы, и вот здесь вот $200, это вот за сентябрь. В августе там тоже 40 с чем-то, 40, грузись, грузись, грузись. Потрясающий сайт говна. $45. Ну, как бы немного, но оно все равно перекрывает затраты на сервер, потому что сервер жрет где-то долларов там 20, и все, а дальше все остальное сверху это, по сути, полностью чисто, ни какими другими там расходами не обремененное. И в июле, получается, ну, в июле я вот как раз его, наверное, только запустил, в июле там какие-то, ну, что-то совсем ерунда какая-то, 20 вроде, что ли, долларов, где-то так. Ну и все, и вот в июле я его сделал. И вот он эти месяца стоит сам по себе. Как бы я не делал рекламу абсолютно никакую, ничего вообще. Полностью просто сделал, и вот он находится на Apify. Работает автоматически, самостоятельно, я вообще не рекламирую, никак не прикладываю усилия. И даже при таком раскладе, ну да, вот июль все равно $25. Ну и даже при таком раскладе, что я абсолютно ничего не делаю, каким-то образом он все равно что-то там генерирует на, ну, просто на оплату тех же самых подписок, просто на различные там сервисы. Вот, как бы, вот такая вот прикольная штука. Выплачивают они на PayPal, поэтому как бы у кого нет, ну тут будет сложно. Может быть там есть какие-то банки и все такое. Не знаю, не смотрел, палку привязал и все как бы оно выплачивается.
Это чешская контора. Ну, вот такая вот прикольная, что можно что-то сделать, положить и про это забыть, и оно там само будет что-то, какую-то копейку генерировать. Ну, как бы прикол мог получиться такой, что могло генерировать не копейку, потому что если вот зайти там на все акторы, то как бы вы видели, я показал, что у некоторых очень много пользователей, и это действительно такое может быть, и, соответственно, они как бы генерировать будут много денег. Те, у которых много пользователей, это действительно что-то нужное. Вот, и если такое создать, будет как бы круто. А сайт говна, ничего не грузит, как бы всем спасибо, на сегодня все.